Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I'll get the headphones by myself. Shaivanarupamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Okay. Kritavan kila karmani saharame na keshava atimartyani bhagavan bhuda kapata manusha. Господь Шри Кришна, личность Бога, вместе с Баларамой играли роль людей и в этом человеческом облике совершили много сверхчеловеческих деяний. Комментарий Шрилы Прабхупады. Доктрины антропоморфизма и зооморфизма неприменимы к Шри Кришне, личности Бога. Представление о том, что человек с помощью эпитемии и аскез становится Богом, очень распространено в наши дни, особенно в Индии, поскольку мудрецы и святые в соответствии с указаниями богооткровенных писаний узнали личность Бога в Господе Раме, Господе Кришне, Господе Чайтанье Махапрабху. Многие недобросовестные люди придумали свои собственные воплощения. Это стало обычным делом, особенно в Бенгалии. Любого популярного человека, хоть немного владеющего мистическими силами и способного продемонстрировать какой-нибудь фокус, общим голосованием с легкостью провозглашают воплощением Бога. Господь Шри Кришна не был подобным воплощением. Воистину, Он был личностью Бога с самого момента своего появления. Он появился перед своей так называемой матерью, как четырехрукий Вишну. Затем, по ее просьбе, он принял облик обыкновенного младенца и сразу после этого покинул ее ради другой своей преданной в Гакуле, где его считали сыном Нанды Махараджа и Ешоды Маты. Шри Баладеву, двойника Господа Шри Кришны, тоже считали обыкновенным младенцем, родившимся от другой жены Шри Васудевы. В Бхагавад-гите Господь говорит, что его рождение деяния трансцендентны, и каждый, кому посчастливится познать трансцендентную природу его рождения деяний, тотчас же освобождается и получает право вернуться в Царство Бога. Так что понимание трансцендентной природы рождения деяний Господа Шри Кришны достаточно, чтобы получить освобождение. Трансцендентная природа Господа описывается в 9 песнях Бхагаватам, а 10-я песня посвящена исключительно его играм. Все это постигается в процессе чтения данного произведения. Однако нужно отметить, что Господь проявлял свою божественность с младенческого возраста. Все его деяния являются сверхъестественными. В 7-летнем возрасте он поднял холм Гавардхану и убедительно доказывает, что он действительно Бог, Верховная Личность. И все же из-за мистического покрова, скрывавшего его, те, кто называли его отцом, матерью и другими родственниками, всегда считали его обыкновенным ребенком. Какие бы чудеса он ни совершал, отец и мать всегда находили им свое объяснение, черпая радость своей неизменной родительской любви к сыну. Поэтому мудрецы на Мишране утверждают, что внешне он напоминал человека, но на самом деле является верховной, всемогущей личностью Бога. Hare Krishna. So this is actually the sages. We were in the first chapter. We see how the sages are asking 6 questions to Suta Goswami. В первой главе мудрецы задают Сути Госвами 6 вопросов. So the first question was, what is the ultimate benefit for mankind? Первый вопрос звучал так: что является высшим благом для всего человечества? And then what is the essence of all scriptures? Далее был вопрос, в чем суть всех священных писаний. The third question was, for what reason did the Lord take his birth from Devaki? И третий вопрос, для чего Господь явился из лона Деваки? And then describe the wonderful activities of the Lord.
Затем была of просьба описать удивительное деяние Господа, when he assumed the forms of Brahma, Rudra for creating, maintaining, and destroying the Guna а, avatars. деяние, которое он являет в образе Брахмы и Рудры, гуна-аватар, которые творят и разрушают материальный мир. And then fully describe the activities of Lord Krishna's incarnations within this universe, Leela Затем avatars. была просьба описать, подробно описать деяния лила-аватара или воплощение Господа в этом мире. So that is why now we are in this question where they're asking him the fifth question about Lord, Krishna's incarnation. И вот как раз сейчас мы здесь находимся, когда мудрецы просят Суту Госвами рассказать о деянии Господа в воплощениях Шри Кришны и Баларамы. Yeah. So, so Prabhupada is explaining who is God, because they generally know within India. Also, they know there are so many different, personalities, and each personality we worship for a different purpose. But so, unless somebody explains, normally people are confused about who is God and what are his, powers. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, кто такой Бог, потому что, по крайней мере, в Индии много кому люди поклоняются, но Шрила Прабхупада подчеркивает, что не каждый, кому поклоняются, является Богом. Бог — это тот, кто обладает особым могуществом. At least in Hinduism, we have the fact that God is a person, and we know how beautiful he looks. В индуизме есть понимание того, что Бог — это личность, и не просто личность, а прекрасная личность. But then, people have this very envious mentality that they themselves want to become God. И это, в свою очередь, рождает такое завистливое умонастроение, потому что у многих возникает желание самому стать Богом. And so that is the reason why they think that by doing some penance, they can become God. Некоторые люди полагают, что, совершив ту или иную аскезу, они сами смогут стать Богом. And that's why Prabhupada is saying that this is not like this, that, first of all, doctrine of anthropomorphism and zoomorphism means that somebody is, somebody is given the power, that does not apply. That's what he's saying. And it is, and so because people don't know what is God, people create their own incarnations. И поскольку люди толком не знают, кто такой Бог, они придумывают собственное воплощение, но Шрила Прабхупада здесь в комментарии порицает доктрину антропоморфизма и зооморфизма. And but Krishna, you cannot speculate about what can be God. He has to reveal, and he came to show that this is how he looks, and these are his father and mother, and so on. Нет смысла строить досужие домыслы о том, как должен выглядеть Бог. Господь Кришна приходит и показывает, как он выглядит, он показывает, кто его отец, кто его мать. And we can easily get confused because Prabhupada has explained very clearly for us. It's very clear for all ISKCON devotees what is Krishna and what are his qualities, powers, and so on. С одной стороны, в этом легко запутаться, кто такой Бог. С другой стороны, для преданных ИСККОН, по милости Шрилы Прабхупады, все это достаточно понятно объясняется. Кто такой Господь, какие его качества и так далее. And the Srimad Bhagavatam is the one
which clearly explains about the position of Krishna. Положение Кришны очень понятно объясняется в Шримад Бхагаватам. Otherwise, in all the other Puranas, it's very, very confusing because they've glorified different avatars also to be the supreme, or different demigods also. Что касается других Пуран, то их чтение может вызвать у нас замешательство, потому что там прославляются другие деваты, другие полубоги. Though Krishna is also mentioned to be the supreme, but unless somebody, is very much eager to know the truth, they will get confused. Конечно, там все равно подчеркивается верховное положение Кришны, но если у читателя других Пуран нет такого сильного желания докопаться до истины, то он может легко сбиться с толку. So the question is, how do we know that Krishna and Balarama are transcendental? Так, вопрос в том, как понять трансцендентное положение Кришны и Баларамы. Yes, who will say that? Who is this? Ekatma. What's this devotee's name? Prabhu, who's the devotee's name before Dayal Prabhu? Ну, давайте тогда будете отвечать. Вот Елена Елагина, давайте вы ответите. Вопрос, как понять, что положение Кришны и Баларамы трансцендентное? Вы можете ответить, да? Это же Елена. Пробую. А еще раз можно вопрос повторить? Как мы можем определить положение Кришны и Баларамы? Как понять, что их положение трансцендентно? Мы можем определить, читая священное писание, шастры. We can make this decision based on shastras. Okay. No, I'm asking from the purports that Prabhupada has given. How do we know? Prabhupada explains. А на основе того, что Шрила Прабхупада в комментарии говорит к этому стиху, вы можете процитировать? Я, честно говоря, не очень внимательно, не сразу включилась. Можно я попозже отвечу? She joined not from the beginning. She cannot answer. Okay. So here, anyone else would like to say? Кто-то еще может готов Dayal ответить? Prabhu? Даял Прабху. Можно понять, изучая Шримад Бхагаватам под руководством духовного учителя. We can understand it by studying Srimad Bhagavatam under the guidance of spiritual master. Okay. Yeah, of course. And here, so Prabhupada is saying that normally, even if somebody shows some great magic powers, then people think he is God. Да, Шрила Прабхупада говорит здесь, что если человек хоть немного владеет мистическими силами, то его с легкостью провозглашают воплощением Бога. But that is only after they became big. But Krishna and Balaram, from the lap of his mother, when he was a small baby, from that time he was showing how he had great powers. Но это относится к уже взрослым людям, которые проявляют мистические силы. А что касается Шри Кришны и Баларамы, то они являли необычайно мистические силы, еще будучи младенцами. And at the age of 7, he lifted the Govardhan hill. Кришна в возрасте 7 лет поднял холм Говардхан. So we know that he is the Supreme Personality of Godhead, not, an ordinary man who just got some powers after doing some tapasya. Это доказывает, что он является верховной личностью Бога, а не просто это какой-то человек, который совершал тапасию и развил мистические силы. Okay. So we go to the next verse, text 21.
Kalim Aghatam Agnyaya Kshetresmin Vaishnave Vayam Asina Dirga Satrena Katayam Sakshana Hari. Стих 21. Хорошо понимая, что век Кали уже наступил, мы собрались в этом святом месте, чтобы долго слушать трансцендентное послание Бога, совершая таким образом жертвоприношение. Комментарий. Век Кали по сравнению с Ати-югой, золотым веком, или Трета и Двапара-югой, серебряными и медными веками, совсем не подходит для самоосознания. В Сати-югу люди жили 100 тысяч лет и могли долгое время пребывать в медитации. В Трета-югу, когда продолжительность жизни равнялась 10 тысячам лет, самоосознание достигалось с помощью великих жертвоприношений. В Двапара-югу люди жили 1000 лет и достигали самоосознания с помощью поклонения Господу. Но в Кали-югу, когда жизнь длится самое больше 100 лет и к тому же сопряжена с всевозможными трудностями, для самоосознания рекомендован метод слушания святого имени, повествований о славе игры Господа и воспевания их. Мудрецы Мишарани начали этот процесс вместе, специально предназначенным для преданных Господа. Они приготовились слушать об играх Господа в течение 1000 лет. На примере этих мудрецов мы должны понять, что регулярное слушание и декламирование Бхагаватам – это единственный путь самоосознания. Любая другая деятельность – пустая трата времени, поскольку не приносит никакого осязаемого результата. Господь Чайтанья Махапрабху проповедовал систему Бхагавата-дхармы и рекомендовал всем, кто родился в Индии, взять на себя ответственность за распространение посланий Господа Шри Кришны, в первую очередь послания Бхагавад-гиты. Чтобы достичь еще большего просветления на пути духовного самоосознания, тот, кто твердо усвоил наставление Бхагавад-гиты, может приступить к изучению Шримад Бхагаватам. So the sages of Naimisaranya, they were doing at the end of Dwapara Yuga for the, and they're saying the Kali Yuga has already begun. So it's because they're doing it for sitting there doing penances for thousands of years, 1,000 years. Мудрецы на Мишаране собрались в конце Двапара-юги, вот на стыке Двапара и Кали-юги, и совершали там аскезу в течение 1000 лет. And why did they perform this sacrifice? They wanted to, because the sages, they wanted to hear for 1,000 years as a kind of, for the benefit of all the people of Kali Yuga. Because if they ask questions and they are hearing Srimad Bhagavatam, and that will be also followed by the other people of Kali Yuga. Почему они решили устроить такое тысячелетнее жертвоприношение со слушанием Шримад Бхагаватам, задаванием вопросов? Потому что они понимали, что другие люди в дальнейшем последуют их примеру. So they tried many things. They tried to do yajna by performing, this thing, fire sacrifice. But the fire wouldn't even burn properly in Kali Yuga. Вначале они пробовали проводить огненное жертвоприношение, но в Кали-югу даже огонь не горит должным образом. And Prabhupada is saying that we should take the example of these people, sages of Naimisaranya, and we should also regular hearing of and reciting of Bhagavatam is the only way in which we can advance in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада отмечает, что мы должны последовать примеру мудрецов на Мишаране, потому что регулярное слушание, декламирование Бхагаватам – это единственный путь самоосознания. And Prabhupada is saying other methods are all simply a waste of time. Остальные методы Шрила Прабхупада называет пустой тратой времени. The Srimad Bhagavatam is so powerful that, during Bhaktivinoda Thakur's time, there was once, I think there was a tree which was haunted. And, people were very afraid because they were getting disturbed by the ghost which was sitting in the tree.
Могущество Шримад Бхагаватам иллюстрирует один пример из жизни Бхактивинода Такура. В одном месте было дерево, и в этом дереве жило привидение, которое беспокоило местных жителей. And so Bhaktivinoda Thakur asked one devotee to sit and read Srimad Bhagavatam for a month. Бхактивинод Такур Near it. попросил одного преданного сидеть месяц под этим деревом и декламировать Шримад Бхагаватам. And at the end of a month, what happened was that ghost just left the tree and the tree crashed on the ground. Через месяц это привидение ушло, а дерево в этот момент повалилось на землю. Another time, somebody was, one of the people who had some mystic powers, and he was trying to, fool everybody that he is God. Был еще один мистик, который обладал магической силой и пытался внушить другим, что он является Богом. And Bhaktivinoda Thakur was trying to prove how he was a fraud. А Бхактивинод Такур решил доказать, что это обманщик. And, he had the people cut off his hair so that, this mystic power, because he had hidden all the mystic powers in the hair. So, Bhaktivinoda Thakur, because he was a magistrate and he had, he asked his subordinates to go and cut off his hair. Бхактивинод Такур был к тому времени мировым судьей, у него был помощник, и он попросил своего помощника отрезать волосы этому йогу, потому что именно в волосах йог прятал свои мистические силы. So before that could happen, because Bhaktivinoda Thakur was, he was listening to his case on the court, that mystic yogi was threatening Bhaktivinoda Thakur. А этому And he, предшествовали другие события. Бхактивинод Такур был судьей, и он в суде рассматривал дело этого йога-мистика, и йог угрожал Бхактивиноде и его семье. and he made that mystic yogi, he threatened Bhaktivinoda Thakur, and he made his daughter, wife, everyone fall sick. И он навел порчу на жену, на дочь Бхактивинода Такура, они очень сильно заболели. Very seriously sick. Очень тяжело заболели. But Bhaktivinoda Thakur said, I don't mind, we will all die, but we will expose this cheat. Но Бхактивинода был непреклонен, он сказал, даже если нам придется умереть, мы разоблачим этого мошенника. And what he did was he sat and read the Srimad Bhagavatam. И он просто взял и стал читать Шримад Бхагаватам. And because of that, nothing happened. I mean, all his daughter and wife and he himself, everyone were protected. И это дало защиту ему, его жене, его детям, и в конце концов ничего плохого с ними не случилось. So the Srimad Bhagavatam is very, very powerful, and it can give us all kinds of protection as well. Так что Шримад Бхагаватам обладает огромным могуществом и также может даровать нам защиту. And it gives us so many blessings, spiritual and material. Кроме того, Бхагаватам может даровать нам много благословений, как духовных, так и материальных. Okay. Any questions on this? Есть ли какие-то вопросы по тому, что прозвучало? Okay, we go to the next verse. Tvam naha sandarshito dhatra dushtaram nishtitirshatam kalim sattvaharam pumsam karnadhara ivarnavam. Тогда читаем следующий стих, 22. «О, добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полные превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств». Комментарий: век Кали очень опасен для человека. Жизнь дана человеку исключительно для самоосознания, но под влиянием этого опасного века люди совершенно забыли о цели своей жизни. Продолжительность жизни в этот век будет постепенно сокращаться, люди утратят память, возвышенные чувства, силу и свои лучшие качества. Перечень аномалий нашего века
приводится в 12-й песне этого произведения. Так что этот век очень труден для тех, кто хочет посвятить свою жизнь самоосознанию. Люди настолько заняты удовлетворением чувств, что полностью забыли о самоосознании, не понимая, что эта краткая жизнь лишь миг на нашем великом пути к самоосознанию. В своем безумии они откровенно говорят, что в самоосознании нет никакой надобности. Система образования направлена на удовлетворение чувств. И если разумный человек задумывается над этим, он поймет, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования. Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит быть осторожными. Если они хотят пересечь опасный океан Кали, то должны последовать примеру мудрецов на Мишаране и принять Шисуту Госвами или его истинного представителя в качестве капитана корабля. Этот корабль — послание Господа Шри Кришны в форме Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Okay. Why is the age of Kali difficult for self-realization? And we know how difficult it is, right? First of all, health. We don't have good health. Our lifespan is very short. Почему этот век не подходит для самоосознания? Ну, в первую очередь из-за здоровья у людей, плохое здоровье, жизнь коротка. And most important, everybody has forgotten what is the purpose of life. Ну и самое главное, люди совершенно забыли о цели своей жизни. Right? That the purpose of life is self-realization. Цель жизни — это достижение самоосознания. And because they've forgotten that, what happens is they lose their memory power. Но поскольку люди забыли об этом, они утрачивают память, And very nice, fine sentiments. возвышенные чувства, They lack even physical and moral strength физическую силу и лучшие качества, and all the good qualities. и моральную силу. So when people are attacked by all these problems, then it's very difficult to concentrate for self-realization. И когда человек находится под действием всех этих проблем, то ему уже не до самоосознания становится. And we know that, when people, how difficult it is to get people to be interested in self-realization. Кроме того, мудрецы знают, как трудно вообще заинтересовать человека в Кали-югу самоосознанием. So it's very, very difficult. And also people also say there is no need for all this. There's no need, just enjoy. Life is just meant for enjoyment. Кроме того, ведется такая пропаганда, что не нужно никакое самоосознание, жизнь предназначена для удовлетворения чувств. And unfortunately, the educational system is also just making people go towards this, just sense gratification and forgetting about the aim of life. И, к сожалению, вся система самообразования нацелена на чувственное удовлетворение и совершенно не преследует такую цель, как самоосознание. So that is why these sages have chosen Suta Goswami as the captain of the ship who can take us out of this dangerous ocean of Kali. Вот почему мудрецы на Мишаране избрали Суту Госвами капитаном корабля, на котором можно пересечь полной превратности океан Кали. And which is the ship of which he is a captain? The ship is the message of Lord Krishna in the shape of Bhagavad Gita and Bhagavatam. И что же это за корабль? Корабль — это наставление Господа Кришны в виде Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты. So we are all drowning in the ocean of Kali. Мы все тонем в волнах океана Кали. And how to come out of this ocean? And that's why we need the ship of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Как пересечь этот океан? На корабле Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты. And it is explained by such a great captain like Suta Goswami. И руководит этим кораблем такой выдающийся капитан, как Сута Госвами. Yeah. So by just chanting Hare Krishna and reading the Srimad Bhagavatam,
we become easily fixed in our goal of life. Поэтому просто изучая и проповедуя Шримад Бхагаватам, мы сами утверждаемся в высшей цели нашей жизни. Yeah. Any questions or comments about Есть ли this? вопросы или комментарии? У меня вопрос. Ну вот здесь говорится, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню образования. I have a question. In purport, it's mentioned that children of this age are being intentionally sent to the slaughterhouses of so-called education. Yeah. И как быть, так как мы все равно живем в этом обществе, где нужно и диплом получить, и получить это образование, как все-таки достаточно просто изучать Бхагавад-гиту и не ходить в школу, или как правильно? What to do? What to do for our children? Just study Bhagavad Gita and not attend school, because without a diploma you will not attain anything in this society. No, the first step now is that from the childhood, we have to teach children. Initially, they may not, initially we have to teach them even to recite the Sanskrit slokas. Первый шаг к тому, что описано здесь, это детей с детства приучать к чтению шлок на санскрите. Because it has a very good effect on their minds. Это развивает память. Maybe they don't understand everything fully. Даже если они до конца не понимают значение шлоки. But what happens is their minds become very calm and peaceful. Все равно ум у них успокаивается, умиротворяется. And they become very intelligent. Они становятся разумными. So first thing is to at least teach them this, first the slokas, and then we can the verses in a much simpler way that they can understand in their day-to-day life. То есть сначала попытаться, чтобы они шлоки разучивали, а потом потихонечку и смысл объяснять, в такой простой форме, чтобы они могли понять и применить к повседневной жизни. Then after that, we need to have many children's programs where the children come together, because they need their friends to be practicing this. Just the adults, at home, the parents are following, and maybe some other devotees, but they need their own age group who are following this. So we need to have programs for children so that, they feel very comfortable and they like doing it along with their own age. Далее нужно много разных детских программ, потому что недостаточно это все делать дома с родителями, им нужно в обществе сверстников все вот это вот практиковать. And just by understanding Bhagavatam and Bhagavad Gita, they will become very, very enlightened. И если просто попытаться донести до них послание Бхагаватам и Гиты, они станут просветленными. Then they will understand what are the dangers or mistakes of this outside material civilization. И тогда они поймут опасности и ошибки мирской цивилизации, которая окружает их. And at the same time, you're creating a community, for them, that they are growing up with their devotee friends, then they will be very strong in their Krishna И consciousness. в то же самое время вы будете создавать для них такую среду общения, в которой они будут расти, развиваться вместе с своими друзьями в сознании Кришны. And then when we have become big, sufficiently big, our communities, then we can have a school. We can have schools in which it is all the educational system, education is being taught by devotee teachers. А когда наши общины станут достаточно большими, у нас могут появиться свои школы, в которых будут преподавать учителя преданные. But till then, we must have these small programs for children and teach them
both the verses as well as what is the meaning, whatever is given in the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Но до этого момента, пока таких школ еще нет, нужны программы, где будут учить шлоки и их какой-то простой, понятный перевод. And also even for making them chant Hare Krishna mantra, normally what parents do or adults, they just give this to the child and say, and then the child, they find it difficult to concentrate. Mataji, could you please repeat? We had bad connection. Okay. No, sometimes what adults do is they give the beads to the child and they say, now you sit and chant Hare Krishna mantra. Угу. Следующий момент — это четки. Но вот иногда родители как делают? Они дают просто четки ребенку и говорят, сиди и повторяй махамантру. But you know how children are so restless and then they cannot sit for long to chant. Но мы все знаем, дети очень беспокойны, и надолго их не хватит вот так вот сидеть и читать. But if we sit with them and, make it like the parents sit with the child and then do it like they're also chanting and they ask the child also to chant, then they like it because they think, oh, I'm being like an adult. I'm also doing this. Но если мы сами садимся вместе с детьми и читаем вместе с ними джапу, то дети уже по-другому воспринимают. Они думают, о, я вот таким взрослым занятием занимаюсь, вместе с родителями джапу читаю. So without forcing them, we should make it an enjoyable activity for them. Получается, вы их не заставляете, а наоборот, им это все нравится. And by, sharing a lot of pastimes of the Lord with a lot of acting and so on, the parents before going to sleep, before the children go to sleep, every day, if they share all these pastimes and a lot of stories with values in life, then the child thoughts. Также очень хорошо детей приучать к пестованиям о Господе. На ночь им читать, например, или истории много разных о Господе рассказывать. Is that okay? Yeah. Okay. Отвечает это на ваш вопрос, да? Ну да. Если, у меня единственное, у меня уже дочь подросток, и многое упустили уже, и, то есть она не совсем сейчас принимает сознание Кришны. Yeah, it's okay, but in my case, I have a teenage daughter, so we've missed a lot in this sense, and she is not ready to accept Krishna consciousness. Okay. But what does she like? Does she like good music? А что ей нравится, например, музыка нравится ей? Да, она корейскую музыку слушает, популярную, Yes, кей-поп. she is fond of Korean pop music. Then you play Hare Krishna tunes which are in pop music. Ну, дайте ей послушать какую-то вайшнавскую поп-музыку тогда. And you can dance, make her dance with it. И пусть танцует под нее. And make her have nice prasadam. Просадом кормить вкусным. And, take her for those things which she will enjoy. Maybe a Govinda's restaurant. Or, just make it that she should associate Krishna consciousness with happy moments. Ну, как-то придумайте, как сделать, чтобы у нее сознание Кришны ассоциировалось с счастливым моментом. Может, вайшнавский ресторан ее какой-нибудь сводите. And then, because she's hearing the Hare Krishna mantra regularly, that will have an effect on her mind. И если получится так сделать, чтобы она слушала мантру Харе Кришна, это будет благоприятно на ее ум влиять. Definitely you will see that. Вы обязательно увидите эту разницу. Every day, you can make it a habit to play it early in the morning or evening, whenever the family, whenever she's around. So even if she's in her own room, but she will hear the music. Можно включать вайшнавскую музыку, вот когда она дома, там утром или вечером. Даже если у вас в комнате будет играть, но все равно она же будет это слышать. And somehow, if another teenager devotee
can make friends with her, then that will be very good. А если есть какая-нибудь преданная ее сверстница, где-то у вас кого-то вы знаете, и может с вашей дочерью подружиться, будет вообще замечательно. And watch some nice video films, Krishna conscious video films with her. Можно вместе смотреть какие-нибудь вайшнавские фильмы хорошие. Will she agree for that? Как вы думаете, она согласится на такое? Ну, у нее есть подружка, но она тоже смотрит не те фильмы. Ну, я вас поняла, спасибо большое. Будем стараться. She has a devotee friend, but they are both watching wrong movies. But I've got the point, so we'll try to do something in this direction. Okay. Text 23. Bruhi Yogeshware Krishne Brahmanye Dharma Varmani Swam Kastam Adunupete Dharmakam Sharanam Gataha. Стих 23. Поскольку Шри Кришна, абсолютная истина, владыка всех мистических сил, удалился в свою обитель, скажи нам, у кого теперь нашли свое прибежище принципы религии? Комментарий. В сущности, религия представляет собой свод законов, который дан самой личностью Бога. В Бхагавад-гите сказано, что как только принципами религии начинают грубо злоупотреблять или пренебрегать, сам Верховный Господь не сходит, чтобы восстановить их. Мудрецы на Мишаране спрашивают здесь об этих принципах. Ответ на этот вопрос будет дан позднее. В Шримад Бхагаватам трансцендентный звуковой образ личности Бога, следовательно, в нем содержится полное описание трансцендентного знания принципов религии. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе, первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Вопросы мудрецов». Yeah, so this is the sixth question which the sages are asking Suta Goswami. Последний, шестой вопрос, который мудрецы задали Сути Госвами. And because Krishna brought all the religious principles, and now that he is gone, then who will give the religious principles to people? Религиозные принципы религии, они даны Кришной, и мудрецы говорят, теперь, когда Шри Кришна удалился в свой обитель, у кого нашли прибежище принципы религии? And Prabhupada is explaining that how Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Krishna. И в комментарии Шрила Прабхупада отмечает, что Шримад Бхагаватам — это трансцендентный звуковой образ личности Бога. And so that's why it is so powerful. Every page of Srimad Bhagavatam, when we read it, we can experience Lord Krishna. Этим объясняется необычайное могущество Шримад Бхагаватам. На каждой странице Бхагаватам мы можем встретиться с самим Кришной. Okay, so shall we go to chapter 2? Ну что, глава закончилась. Дальше начнем вторую главу читать. Можно уточнить, вот у нас обычно вопросы для проведения этой программы, Шримад Бхагаватам, Према Падмини прислала. Вот, может быть, у нас проверяются они тоже благодаря. Shashnai Prabhu is asking you to send continuation of application questions because we ran out. The last was for 17th verse. 1:17. Okay, I will send it. Да, I will send it. Вопросы. Потому что, видимо, нам, вряд ли удастся также вести, программу у себя, потому что, лекции такой, как бы, мощные дать. Because it seems that without those questions, we will not be able to give such a powerful presentation like you have done. Да, мы надеемся на вашу помощь в виде вопросов. Хорошо, спасибо большое. Thank you so much. Yeah, I will send it. Okay. Chapter 2, text. Okay, maybe application. We'll see how we can benefit. What are the how we can benefit by reading the Srimad Bhagavatam? What are the benefits we get?
Ну, давайте вопрос на применение тогда. Какое благо можно получить от чтения Шримад Бхагаватам? It gives us such a great faith, isn't it, in Krishna? Чтение Бхагаватам очень укрепляет нашу веру в Кришну. And Bhagavatam is full of devotion to Krishna. Бхагаватам весь пронизан преданностью Кришне. And we see how Krishna reciprocates with every devotee. И из истории Бхагаватам мы видим, как Кришна отвечает разным преданным взаимностью. And also all our, bad karmas get burnt away by reading Srimad Bhagavatam. Просто от чтения Шримад Бхагаватам мы избавляемся от своей греховной кармы, она сгорает. And we become very spiritually advanced. И мы духовно продвигаемся. What else? Что еще? Кали-юга перестает действовать, когда мы слушаем Шримад Бхагаватам. When we are listening to Bhagavatam, Kali Yuga does not affect us anymore. На нас. Mm. И ум успокаивается. Our mind becomes calm. И как будто мы живем в духовном мире. And we feel like we are residing in spiritual world already. Yes. После такой настройки можно смело идти на работу. And after such a class, we can bravely go to our job. Yes. Actually, also we see in the Srimad Bhagavatam how devotees, different people have got different problems and how they solved it by taking the shelter of Lord Krishna. В Шримад Бхагаватам много историй о разных преданных, у которых были какие-то трудности, у каждого свои. И мы видим, как по милости Господа Кришны ему удавалось решить эти трудности. And that gives us also a lot of confidence, right? Where even material problems, sometimes we get so much bogged down and we don't know what to do. We don't see solution anywhere. Причем материальные проблемы-то в основном были, и когда мы читаем такие истории, это придает нам уверенности, потому что у нас у самих возникают проблемы, и порой мы даже не знаем, куда бежать, к кому обращаться. And then, or maybe we heard some insulting words and we just don't know how to react to that situation. Например, Yes. нас кто-то оскорбляет, и мы не знаем, как реагировать на эту ситуацию. And then we hear about Dhruva Maharaja, how he responded. И тут мы открываем в Бхагаватам историю Друва Махараджа, которого тоже оскорбили, и смотрим, как он отреагировал, как его ситуация развивалась. Or how Prahlad managed, how he was completely protected. Или как страдал Прохлада, и как Господь защитил его. Or if it's about Grihastha life, then what a wonderful couple Kardama Muni and Devahuti were. Или если какие-то семейные проблемы есть, можно почитать про Кардаму и Девахути, какая у них была замечательная семья. And how both of them helped each other to advance in Krishna consciousness. Как они оба помогали друг другу развиваться в сознании Кришны. And because of that, they felt so much love for each other. Как это усиливало их любовь друг к другу. And their material life was also very exemplary. И их материальная жизнь тоже была достойна подражания. And through their entire life, they didn't forget Krishna even for a moment. И за всю свою жизнь они ни на мгновение не забыли о Кришне. So as you said, when we face material life, then all the Srimad Bhagavatam pastimes give us the strength also to overcome problems and be very inspired to make it transcendental. Поэтому истории Бхагаватам помогают нам
достойно встречать какие-то испытания, которыми изобилует материальная жизнь, и пытаться даже из них извлечь какой-то трансцендентный смысл или трансцендентный прок. Yeah, and things become very easy, isn't it? Whatever we need to do, when we're thinking of Krishna, then everything becomes a little easier and simpler, less difficult. Когда мы думаем о Кришне, сложные вещи становятся проще, какие-то трудности уходят. Isn't it? Разве не так? Да. Может быть, вот преданные поделятся тоже, как для них что такое Шримад Бхагаватам, может быть, какие-то... Yes, it's so. Maybe other devotees can also share what is significance of Srimad Bhagavatam in their lives. Даял Прабху, может быть, вы расскажете, как у вас Шримад Бхагаватам? Maybe Dayal Prabhu can speak. Yes. Ну вот Шримад Бхагаватам дает силу проповедовать, духовную силу проповедовать. Без этого вообще чувствуешь себя каким-то потерянным, мысли. Srimad Bhagavatam gives me spiritual strength to preach, because otherwise I would feel myself completely lost. Вот, и у меня были такие ситуации сложные, что действительно не знаю, что делать. Как бы вот все родственники, даже преданные, они как бы ненадежные воины бывают, то есть не могут помочь, что только ты сам можешь как-то. И вот читаешь Шримад Бхагаватам, изучаешь Шримад Бхагаватам, как бы поклоняясь ему, эта ситуация, она вот решалась очень быстро. I had some situations where I couldn't depend neither on my relatives nor on devotees. I could only rely upon myself, and Srimad Bhagavatam was giving me strength and inspiration, and somehow miraculously my situations solved to the better. Haribol. Yeah. Спасибо большое, Маша. Thank you so much, Mataji. Krishna. Okay. We'll go to chapter 2. Text 1. Vyasa uvacha iti samprashna samhrishto vipranam raumaharshini pratipujya vachastesam pravaktum upachakrami. Мы переходим к второй главе, текст 1. Уграшрава, или Сута Госвами, сын Рамахаршаны, вполне удовлетворенный совершенными вопросами брахманов, поблагодарил их и попытался ответить на них следующим образом. Комментарий. Мудрецы на Мишаране задали Суте Госвами 6 вопросов, и теперь он последовательно отвечает на них. So actually, Sutta Goswami is very grateful for the good questions. Сута Госвами благодарен мудрецам за хорошие вопросы. So Prabhupada, he always used to be very happy. After every lecture, he would ask any questions. Шрила Прабхупада после каждой лекции спрашивал, есть ли вопросы? And my Guru Maharaj, His Holiness Jayaprak Swami, he mentioned that when he joined as a bhakta, some devotees had told him that after the lecture, you must ask some very good questions to Srila Prabhupada, then he'll be very happy. И мой Гуру Махарадж, Шрила Джайапрак Свами, рассказывал, что когда он только присоединился к движению, был молодым бхактой, и приехал Шрила Прабхупада, преданные его научили. Сказали, после лекции нужно задать Шриле Прабхупаде какой-нибудь очень хороший вопрос, тогда Шрила Прабхупада будет доволен. So every day after the lecture, he would make it a point, ask very nice, deep questions. И тогда он после каждой лекции, каждый день старался задать какой-нибудь очень хороший и глубокий вопрос Шриле Прабхупаде. So one day he was not there because he had to go for a job. I mean, he was working for the temple, and so he was not there. And he asked someone to record Prabhupada's lecture and give it to him. И в какой-то раз он
там он был занят другими делами для храма, и он не попал на лекцию, и он попросил одного преданного, чтобы тот на магнитофон записал лекцию. So when he was listening to that lecture, that recorded lecture, that time he heard that Prabhupada was asking everyone any questions, and nobody was asking any questions. И вот он слушает запись, значит, лекция закончилась, и Шрила Прабхупада говорит, есть ли вопросы? И никто не задает вопросов. And so then he asked, where is that boy, Jay? He asked some very good questions. И Шрила Прабхупада говорит, а где этот юноша Джей? Он такие хорошие вопросы задавал. But he also, so he felt very happy. And but he also mentioned, приятно это слышать. but once he mentioned that he asked him the question, can you please tell us about Srimati Radharani? Но был еще и другой случай. Однажды он задал Шриле Прабхупаде вопрос, могли бы вы рассказать нам о Шримати Радхарани? So Prabhupada, told him, who are you to ask about Srimati Radharani? Шрила Прабхупада ответил, кто ты такой, чтобы задать вопросы о Шримати Радхарани? Because very elevated topic, so he was trying to say, no, that is not for new people. Тема очень возвышенная, Шрила Прабхупада давал понять, что это не для новичков. So the speaker of the Bhagavatam feels very enlivened when people ask good questions, because he can again bring out, more about the Srimad Bhagavatam. Поэтому лектор, который читает Шримад Бхагаватам, обычно очень воодушевляется, когда ему задают хорошие вопросы, поскольку такие вопросы дают ему возможность еще больше раскрыть Шримад Бхагаватам. So we should make it a point when we are listening to others' lectures that we hear very carefully and we ask some very nice question which will benefit everybody. Так что возьмите себе на заметку, когда вы слушаете лекцию по Бхагаватам, слушайте очень внимательно, а потом задавайте такие вопросы, ответ на которые принесет благо всем. Because here we see it's not that the sages don't know about the purpose of life. Вот здесь мудрецы, например, спрашивают, в чем цель жизни. Это же не то, что они не знают, в чем цель жизни. Or, all the other questions that they ask, it is for our benefit that they asked. И все остальные вопросы тоже, они сами знают ответ, но они задают эти вопросы ради нас с вами. So this is a great help. One thing we will please the lecturer, the Bhagavatam lecturer to, he will be happy because he can preach better. Поэтому вопросы, по сути, призваны вдохновить рассказчика Бхагаватам, дать ему возможность еще лучше проповедовать. And all the other devotees who are listening to the lecture will feel very happy, because what they were, either they were shy or they didn't think of it, but then they're getting so much bonus knowledge. И слушатели тоже будут рады, потому что сами они, может, застеснялись вопрос такой задать или не догадались его задать. Кто-то другой задал, а они тоже бонус получили, услышали ответ. Okay, the second verse. Yam pravrajantam anupetam apeta krityam dvaipayano virahakatara ajuhava putreti tan mayataya taravo bhinedhus tam sarva bhuta hridayam munim anatosmi. Стих 2. Шрила Сutta Госвами сказал, «Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом, Шукадева Госвами, способным проникнуть в сердце каждого, когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира, саньясу. Его отец Ясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул: «О, сын мой!» Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. Комментарий. Система варны ашрамов предписывает ее последователям исполнение многих обязанностей, упорядочивающих жизнь. В соответствии с этими обязанностями человек, желающий изучать Веды, должен обратиться к истинному духовному учителю с просьбой принять его в ученики.
Священный шнур – отличительный знак тех, кто способен изучать веды под руководством ачарьи, истинно духовного учителя. Шрила Шукадева Госвами не проходил подобных очистительных обрядов, поскольку сам во рождении был освобожденной душой. Человек, как правило, рождается обыкновенным существом, а благодаря очистительным церемониям он получает второе рождение. Увидев все в новом свете, он в поисках духовного руководства обращается к духовному учителю, чтобы тот помог ему понять веды. Духовный учитель принимает в ученики только искренне ищущего и дает ему священный шнур. Так человек становится дважды рожденным или двиджей. Обретя качество двиджа, человек может изучать веды, а когда человек становится сведущим в ведах, его называют випрой. Так випра или опытный брахман постигает абсолют и совершенствуется в духовной жизни, пока не достигнет уровня вайшнава. Уровня вайшнава человек достигает тогда, когда заканчивает свое обучение как брахмана. Совершенствуясь, брахман обязательно должен стать вайшнавом, ибо вайшнав – это ученый брахман, достигший уровня самоосознания. Шрила Шукадева Госвами с самого начала был вайшнавом, поэтому ему не нужно было проходить через все ступени варнашрамы. В конечном счете цель варнашрамы дхармы в том, чтобы неотесанного человека превратить в чистого преданного Господа, вайшнава. Поэтому тот, кто стал вайшнавом и кого признал Уттама Адхикари, то есть вайшнав первого класса, уже считается брахманом, независимо от своего происхождения и прошлых поступков. Все читания Махапрабху следовали этому принципу, признав Шрилу Харидаса Такура ачарьей святого имени, хотя Такур Харидас родился в мусульманской семье. Итак, Шрила Шукадева Госвами родился вайшнавом и потому уже обладал качествами брахмана. Ему не нужно было проходить никаких обрядов. Милостью вайшнавов любой низкорожденный человек, будь то Кирата, Хуна, Андра, Пулинда, Пулкаша, Абхира, Шумба, Явана, Каса или человек еще более низкого происхождения, может достичь высочайшего трансцендентного уровня. Шрила Шукадева Госвами – духовный учитель Шри Суты Госвами. Поэтому, прежде чем приступить к ответам на вопросы мудрецов на Мишаране, Шри Сута Госвами выражает ему свое глубокое почтение. So we see how Sutta Goswami is setting an example how before reciting anything, we must first take the blessings of the spiritual master. Сута Госвами здесь на своем примере показывает, прежде чем начать читать что-то или лекцию, читать надо получить благословение своего духовного учителя. And okay. Сенсор Прабху, можете сказать, что у нас And so уже сложно? Yeah, I'm sorry, Shachnai Prabhu reminds that we are running out of time. Okay, all right. So he just took shelter of. I mean, I'll just in one sentence I'll complete it, or shall we stop? Вот можно еще предложение сказать, чтобы резюмировать, или прямо сейчас надо остановиться? We'll continue next class. Можно сказать, да, просто, может быть, какое-то домашнее задание вот по этому тексту, там, вопрос. You can complete in one sentence, and he also wants you to give some homework for this class. Okay. Yes. Okay, so he takes samskaras which we are supposed to go undergo, and he mentions how we can come to the stage of Vaishnava, even if we are very, very fallen, how we can come to the status of Vaishnava. Здесь комментарий Шрила Прабхупады говорит о самскарах, которые должен пройти человек, и как постепенно он поднимается на ступень вайшнава. То есть в этом суть, что нужно стать вайшнавом. And since Sukadeva Goswami was already born a Vaishnava, he did not need any samskaras. Но Шукадева Госвами уже родился вайшнавом, поэтому самскары ему были не нужны. So for homework, you mentioned about
Yeah, that's the question. Hmm. I think based on right. How can we how can we progress? I mean, just mention how can we progress from from many anarthas? How can we come to the pure Vaishnava stage? This is the question for the homework. Yes. Вопрос для домашнего задания. Как... Could you please repeat it? From from the beginning stage, that is when we have many anarthas, from that stage, how do we come to the pure devotional status? I mean, how do we become a pure devotee, Как, pure Vaishnava? как с начальной ступени или ступени множества анарх подняться до высшей ступени или ступени чистого преданного служения? Вот такой вопрос. Is that okay? That question? Нормально? Устроит вас такой вопрос? Ну, конечно, ваши вопросы, они, как и лекции, они прекрасны. Your questions are as wonderful as your classes. Okay, thank you. Постараемся подумать и ответить, наверное. We'll try to meditate on this question and answer it. Okay. Yeah. Хорошо, спасибо Thank большое вам. you. Hare Krishna. На следующей неделе. Krishna. У нас во вторник, да, будет вот встреча следующая? Are we having Bhagavad Gita next Tuesday? Okay, fine. Окей. Да. Спасибо. Спасибо большое. Thank you so much. Very much. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.